Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Я чувствую, вы за мной уже соскучились. Но я время зря не теряла и для вас сегодня подготовила целых два варианта, достаточно креативных, по очень простой выкройке. По одной выкройке верх и низ, юбочка и блузон. А мы с вами будем вместе раскраивать, собирать. Я приброшу на себя, и вы увидите, что у нас получится. Буквально сегодня в своем ателье целый день этим занималась. И спешу всеми моими наработками с вами поделиться. Для нашего сегодняшнего творчества нам понадобится небольшой отрез ткани, квадрат 1,5 на 1,5 метра. Ну что, приступим. Я сложила наш квадрат. Это трикотаж. Вы уже видели эту ткань в моем видео. Это хороший такой эластичный трикотаж, бистрейч. Он тянется в двух направлениях. И я сложила эту ткань в 4 слоя и буду вырезать круг по принципу юбки солнца. Вот у меня сторона, радиус 75 сантиметров. И вот мы сейчас этим радиусом проходим и вырезаем это у меня круг. Вот 4 слоя, круг. Теперь мне нужно вырезать отверстие радиусом 24 сантиметра. Вот я от угла отмеряю 24 сантиметра. Так. Так, все. Все, отрезали. Этот выпад нам пригодится. Вот я его сейчас убираю. Так, это будет деталь нашего верха. Теперь вот у меня по этой стороне была долевая. И я как раз вот сейчас эти два сгиба разрезаю. Ткань может быть любая по расцветке, может быть однотонная, принтованная, как у меня. То есть это роли не играет. Это вы уже подберете на свой вкус и цвет. Главное, чтобы это был трикотаж. Так, все, мы разрезали, и у меня получилось, можно сказать, как бы привычных 2 юбочки. В крое, вот, прочитывается 2 юбки. Только у меня это будет нечто другое. Нам сейчас необходимо сшить вот эти 2 наших шва. Мы сшиваем. Я буду сметывать на машинке крупным стежком. Это будет наша блуза, это будет наша юбка. Сейчас вы все увидите. На втором изделии идентичный шов сшивается, сметывается. В конце видео я вам дам схему, свой рисунок, и вы увидите все размеры. Здесь все настолько элементарно. Так, все, я наши 2 шва собрала. Теперь я беру вот наше изделие, это будет кофточка. Я беру ее за шов
И нахожу линию сгиба с противоположной стороны. Вот. Мне нужно ровненько, четенько найти вот здесь нашу отметочку. Это будет середина спинки. Так, делаю надсечку. Теперь сразу же вот так вот разворачиваем. Вот наша надсечка. И на эту надсечку я выкладываю мой шов. Это все мы делаем по нашему диаметру, нашему большему диаметру. Вот меньший остается внизу. Это будет на нашей линии талии. А вот здесь, вот эта часть, это будет верх изделия. Это спинка, это перед. И теперь мне надо отложить с двух сторон по 16 сантиметров от шва. Вот я откладываю 16 сантиметров и вставляю булавочку. Вот, раз. И то же самое с другой стороны от нашего шва 16 сантиметров. Этот размер, вот 16 сантиметров, он подойдет и худенькой, и полненькой, на любые размеры. Далее от этого перегиба мы откладываем снова 16 сантиметров. Так. Очень просто запомнить. Вот 16 сантиметров. И с этой стороны. Теперь мне необходимо сделать строчку вот в этой части и вот здесь. Это между нашей горловиной и между нашим входом нашей руки. Вот это плечо и это наш рукавчик. У меня оставался выпад. Вот выпад кружочек, который из наших двух юбочек, вот он наш круг из нашего квадрата, вот он выпал. Ну и здесь тоже есть долевая, а есть поперечная. И мы должны разрезать по поперечной, потому что это будет вот как раз вот так. Это будет наша базочка, наша кокеточка. То есть вот эта часть должна пружинить. И она будет собираться на нашу талию. Так, сейчас я разрезаю. И наша блуза готова. Сейчас вы уже увидите готовый результат. Все. Теперь вот здесь мы должны немножко припосадить, потому что, естественно, у нас достаточно широкая кокетка, и вот эта часть, она как бы при посадочке должна вобрать в себя выточки. Ну, можем более четко поставить насечку на одном и на втором. Так. Конечно же, вы должны будете это все обработать или оверлоком, или на распашивалке, прострочить, заготовить. Я сейчас показываю принцип, идею. Так. Все, я заколола. Ну и учитывая, что здесь у нас будут припуски на обработку низа,
Ну, в крайнем случае можно сделать в накладочку одна часть на другую. Сейчас я и здесь напылю. Так, поехали. Так. И пришиваем нашу кокетку. Этот шов пришивается под растяжку. В принципе, эту блузу можно пошить и не обязательно из трикотажа. У нас есть шов задний, и мы можем внизу это все ввести в манжет, сделать застежку, и ткань может быть и не трикотажной. Безотходное производство. У нас получается с 1,5 метра. Красивый костюм, полноценный. И блузон, и юбка. Сейчас вы все увидите. Так, все. Я пристрочила баску. По этому шву можно пришить резиночку. То есть, ну, конкретно мне резинка не нужна, а вы уже смотрите индивидуально под свой размер. Так, что мы делаем? Выворачиваем, естественно. У нас принцип и форма летучей мыши, но вам не нужно находить вот эти вот линии. Здесь оно само сложилось, опять же, с одним швом. За счет того, что линия вот здесь вот идет такая по дуге, то вот эта вот вся часть, она упадет у вас таким провисанием, хомуточком. И, соответственно, здесь. Но тут вы по шовчику можете закрепить, а здесь даже и закреплять не нужно. Оно само выложится по форме. И вот эту часть, вот здесь, я рекомендую обработать аккуратненьким, тоненьким оверлочком, а потом соединить между собой вот этот вот участок нашего плеча, нашего рукавчика. И аккуратненько вот уже здесь непосредственно можно прострочить. Но учитывая, что здесь нет особого растяжения, поэтому может быть трикотажная строчечка или обычная строчка под растяжечку. И оно у вас будет нормально смотреться. А в этой части вообще не нужно подшивать. То есть достаточно оверлока. Оно просто будет подворачиваться свободно. Вы сейчас на мне это увидите. Ну и низ нашей баски вы также подворачиваете, как уже вам удобно. Или на распашивалке, или оверлочком также аккуратненько и строчечкой. Ну и вы посмотрите, баску тоже можно сделать уже, можно всю эту блузу ввести в манжет. Так же, как я вам уже сказала, свои предположения. Вот по заднему шву мы можем оставить участок, через который вам будет удобно. Вот манжетик, застежка с пуговичками, с молнией, то есть по-разному. Я собрала на примерку блузочку. Сейчас я ее приброшу на себя, и мы с вами продолжим заниматься юбкой. Вот я переоделась в свою новенькую блузочку. Посмотрите на меня. Вот такая очаровательная блузочка у меня получилась. Все легко, расслаблено, чудесно, душевно, как я люблю. Просто и очень красиво. Ну что, приступим к юбочке, продолжим. Юбка у меня будет низ, это вот это, а верх собранный. Это будет наш больший диаметр. Я сейчас вам покажу,
юбочку в своем ателье, отрабатывала эту модель на такой ткани интересной в стиле милитари. Ну, я рассматривала это как макетный вариант, но моя дочь заценила этот вариант, молодежи виднее. Вот она сказала: мамочка, какая оригинальная юбка. Поэтому вот то, что у нас должно получиться. В данном случае вот здесь пришита резинка, но я конкретно для себя буду эту резинку подбирать. Ну, сейчас я выкрою из основной ткани, но я в дальнейшем подберу какую-то по расцветке или же зеленую. Ну, скорее всего, что вот такой вот цвет зеленый подберу на пояс-кокетку. Девочкам с тонкой талией можно эту резиночку делать и побольше, для того, чтобы талия еще более выразилась. То есть у нас получается вот такой красивый баллончик, тюльпанчик с таким естественным заужением к низу. Теперь мы возвращаемся к моей юбочке. У нас прострочен шов. Вот вы видите. Теперь все нужно собрать на ниточку, стянуть так, чтобы вот в этом диаметре у нас был объем наших бедер. То есть так, чтобы мы могли спокойно это все одевать. То есть мы собираем на объем ваших бедер. И потом пришиваем пояс, то ли это резинка, то ли это кокетка. Ну, опять же, себе я вижу что-то гладкое и немножко ниже талии, а, допустим, худеньким девочкам это все можно сделать на талии четко. Продолжим. Мне необходимо, у меня тут вот кусочки остались, я сейчас вырежу мой поясочек. Это временный пояс для примерки. Хотя, может быть, он мне понравится. Еще пока не знаю. Все творчество сегодня в прямом эфире. В режиме онлайн. Вот я думаю, как раз я помещусь так на глазок. Ну, это у нас в минусе под растяжку. То есть наш двойной манжет должен выполнять роль резиночки. Мы сшиваем манжет, собираем нашу юбочку на ниточку и пришиваем на поясочек. Перед тем, как мы будем собирать на ниточку это все стягивать, нам нужно поставить надсечки середины переда и боковые швы. То есть нам нужно вот это все разделить вначале на 2, а потом на 4 слоя. Так, чтобы потом нам удобно было пришивать к нашему поясу, чтобы у нас была равномерная сборочка. Получается юбка полусолнца наоборот. Опять же, все очень просто. Так. Насечки я поставила. И наш поясочек я тоже также поднатсеку. Поехали в скоростном режиме. Сейчас мы все это соберем. Главное, когда мы собираем большие окружности, по закону подлости может закончиться нитка в шпульке. Поэтому лучше предварительно проверить, чтобы у вас в шпульке было побольше намотано нитки.
Настолько приятная блузочка. Просто наслаждаюсь. Вот как я и говорила, вот здесь у меня красиво так провис хомуток. Можно, кстати, горловинку и побольше сделать, так чтобы у нас с одной стороны можно как бы оголять плечико. Поэтому это уже индивидуально. Так, прострочила. Ну, можно делать вторую строчку. Так более качественно делается сборка. Ну, я по-быстрому соберу. Она у меня хорошо собирается. Легко. Если вы захотите сделать юбку одну без верха, то вам достаточно будет, соответственно, не 1,5 метра, а 75 сантиметров на наше полусолнце. И плюс еще или же отдельно вы ткань подберете контрастную, или же резинку пришьете, или 20 сантиметров на пояс. Поэтому, соответственно, 75 плюс, ну, метр ткани можете на эту чудесную юбочку приобретать. Ну, надеюсь, летом модницы, девочки эту юбочку возьмут себе на заметку и украсят с этими красивыми юбочками наши города, наши улицы, будут ходить, модничать. Я собираю сейчас на ниточку объем, весь наш большой объем, вот эту вот сборочку. И это все должно соответствовать обхвату ваших бедер. То есть вы должны зафиксировать этот объем, а потом дополнительно еще он соберется на нашу талию. В моем конкретном случае это 112 сантиметров. Сейчас я померяю. Так, и вот здесь мы должны связать наши ниточки, чтобы не разорвалась, не разбежалась наша сборочка. Ну и теперь равномерно все это пораспределять. Сейчас манжетик я подготовлю. В ателье настроилась на контрастный пояс, хотя вот сейчас смотрю, что тоже будет очень миленько в одном цвете. Поясочек пройдет, манжет. Очень даже и неплохо. Так, теперь мы наш шов соединяем со швом. Вот. Вот эти наши насечки, которые мы делали, нам вот как раз очень пригодятся. Вот мы их находим. Это важно. Юбочка должна быть равномерной, не перекрученной. Сейчас я позакалываю, и наша юбочка хорошо распределится. Сборочка. Эту идею можно попробовать отработать юбки на солнце. И тогда это, ну, может быть, какой-то органзы, так чтобы оно вообще пачечкой такой держало форму, и на заужение, на вот маленький наш диаметр. Мне кажется, тоже будет очень симпатично. Такой прямо фонарик. Ой, прямо захотелось попробовать солнце собрать. Но это уже наверняка у девочки должна быть идеальная фигура, рост позволять. Такая модельная фигура, тонкая талия. Так, нашиваю. Так, я заканчиваю длинный круг свой. Все, пристрочили. Аккуратно очень смотрится наша сборочка. Все, бегу одеваться. Ой. Ну вот,
Мы закончили мой костюм буквально за полчаса. У меня произведение искусства. Вот вы видите, такая юбочка чудесная. Может иметь место другой цвет нашего пояса, хотя и так тоже неплохо. Может быть, здесь появятся шнурочки зелененького цвета из косой бейки, косички. Ну вот в этой юбке такое милейшее заужение у нас идет. Ну и потерялись наши неприятные места, которые нас всегда огорчают. Вот вы видите, как все красиво, все легко, свободно, непринужденно, замечательно. Как мои клиенты любят делать зарядку, вот я вот проверила, мне нигде не жмет, резинка здесь совсем не нужна, вот оно удобно, легко. Так, можно достать нашу баску тоже. То есть как бы разные варианты могут быть. Хотя, скорее всего, я буду носить по отдельности. Отдельно буду одевать блузу с каким-то светлым низом, или зеленым, или оранжевым. И юбочку с маечкой. Вот такой тропический рай у меня получился. Крой этого шикарного изделия настолько прост. И изготовление, вы сами в этом убедились. Поэтому, а выглядит просто чудесно, очаровательно, легко и непринужденно. Так как я это изделие делала без лекал, но схемку обещанную я вам сейчас нарисую. Начинаем с нашего первого этапа. Делаем круг. Наше солнце. Так, а это у нас получается так 51 сантиметр. Мы разрезаем вот здесь на два изделия. Это наша кофточка, это наша юбочка. Второй пункт. Шов. Это наше полусолнце. Спинка. Теперь вот этот выпад, кружочек, я разрезаю по поперечной. То есть доливая вот так идет по поперечной, я разрезаю. И соответственно его диаметр у меня 48 сантиметров. И у нас вот здесь пришивается наша баска. 24 сантиметра. Так, участок зашивается здесь и здесь. Это горловина. Рукава. Так, схема понятна. Так, здесь вот эта длина 51 сантиметр. Юбка, соответственно, тоже то же самое с одним швом. Вот это все на сборку. Мы собираем, вот это все мы собираем. Объем бедер. Так. И у нас должен быть пояс. Так. Вот такой очаровательный тюльпанчик.
с одним швом сзади. Ну и кофточка тоже с одним швом сзади. Так, наша кофта. Горловина, как я уже сказала, вот здесь она перегибается и образуется вот здесь вот как обтачка, естественная обтачка. Ну а это вход в рукавчик. Вы, соответственно, на своей руке можете и больше дырочку здесь оставить. То есть все индивидуально. Можно сделать асимметрично. Одну часть больше зашить, а вторую часть раскрыть. Тогда у нас будет открыто плечико. То есть это вы уже как хотите. Ну и напрашиваются какие-то поясочки отдельные. Можно, допустим, кожаный поясочек одеть тоненький. Или же какой-то заготовить поясок. Ну, все. Дорогие друзья, поделилась с вами своей идеей. Довольна. Надеюсь, вам понравилась она. Безусловно, она должна понравиться. Шейте, дерзайте, напишите в комментариях о своих мыслях, о своих впечатлениях. До скорых встреч на канале Мода с Владаной. Всего вам доброго! Всем пока!